Друзья, привет! Меня зовут Евгения, и с вами кулинарный канал «Это просто». Сегодня я поделюсь с вами самым нежным и воздушным рецептом. Я буду готовить юмбрики. То, что заварные пирожные называют именно так, я сама узнала совсем недавно. Также их называют и профитролями, и эклерами, а в сочетании с творожным кремом они получаются нереально вкусными. И еще я расскажу, как правильно приготовить классическое заварное тесто. Ставим кастрюлю на плиту, вливаем в равных пропорциях молоко и воду по 125 мл, добавляем для балансировки вкуса щепотку соли, также пакетик ванилина, всыпаем 1 чайную ложку сахара и кладем 100 грамм сливочного масла. Масло желательно использовать комнатной температуры. Эту смесь нужно довести до кипения. Масло должно полностью растопиться. И теперь сразу всю всыпаем сюда заранее просеянную муку. И начинаем заваривать тесто. Мешать лучше всего деревянной ложкой. И делать нужно это максимально быстро. На дне кастрюли будет образовываться корочка. Не пугайтесь, это нормально, значит вы все делаете правильно. Мешаем тесто таким образом несколько минут, чтобы из него испарилась лишняя влага. Теперь тесто перекладываем в чашу планетарного миксера или, если будете работать ручным миксером, в миску. Яйца немного взбиваем в однородную массу. И приблизительно по одному яйцу вводим в тесто, непрерывно помешивая. У меня крупные яйца, поэтому я взяла 4. Если у вас среднего размера, то берите 5. В итоге тесто получается плотное, но при этом оно должно медленно стекать с лопатки. Классическое заварное тесто готово. Теперь его нужно отсадить на застеленный пергаментом противень. Это очень удобно делать с помощью кондитерского мешка. Я буду использовать еще насадку, чтобы пирожные были с красивой рифленой текстурой. Но можно просто отрезать кончик у мешочка и отсаживать определенное количество теста на противень. Приблизительно по 5 см в диаметре. Старайтесь, чтобы пирожные не были максимально близко прижаты друг к другу, так как при выпекании они увеличатся в размерах. Все, ставим заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Также из заварного теста можно сделать пирожные и продолговатой формы. Здесь на что хватит вашей фантазии. Можно делать абсолютно по-разному. Смотрите, какие они получаются, румяные и красивые в итоге. Первые профитрольки готовы, ставим выпекаться следующие. Тоже 180 градусов 20-25 минут. Пока пирожные остывают, приготовим творожный крем. В чашу миксера кладем 250 грамм творога. Берите мелкозернистый, чтобы крем был без творожных крупинок и получился максимально нежным. К творогу вливаем 150 мл жирных сливок, у меня 33%. Всыпаем ванилин или ванильный сахар и по вкусу добавляем сахарную пудру. Я положила 2 столовые ложки. Взбиваем на высокой скорости минуты 3-4. Крем получается гладким и очень воздушным. Перекладываем его в кондитерский мешок с длинной насадкой, чтобы удобно было наполнять пирожные кремом. Крем вот такими движениями проталкиваем вперед, чтобы в мешочке не было воздуха. Юмбрики остыли. Смотрите, какой у них красивый золотистый цвет. Я покажу вам 2 способа, как заполнить их кремом. Отрезаем острым ножом третью часть профитроли. И смотрите, какая внутри образовалась пустота. Это значит, что заварное тесто приготовлено правильно и при правильной температуре выпекалось. Заполняем пирожное кремом и накрываем крышечкой. Второй вариант. Пирожные наполняются кремом через дырочку в тесте. Выбирайте тот вариант, который нравится больше вам. Сверху юмбрики присыпаем сахарной пудрой и хотя бы на полчаса ставим в холодильник, чтобы стабилизировался крем и тесто стало более мягкое. Очень красиво получается. Ну а те пирожные, которые по внешнему виду похожи на заварные, то есть продолговатой формы, тоже заполняем кремом через дырочку и обмазываем шоколадом.
Украшаем по желанию, я обсыпаю шоколадным декором. И также отправляем в холодильник для стабилизации крема и чтобы затвердел шоколад. Шоколад для профитроли я делала так же, как для шоколадных подтеков на торте. Очень подробно весь процесс приготовления я рассказываю в видео, где готовлю торт «Красный бархат». Ссылку на него вы сейчас видите в верхней части своего экрана, и я ее оставлю под видео. Кстати, этот торт, на мой взгляд, идеально подходит для новогоднего праздничного стола. А профитрольки получаются очень нежными, воздушными, безумно вкусными и, я бы сказала, таящими во рту. Пробуйте приготовить, жду ваших комментариев. Желаю вам веселых новогодних праздников. С любовью, ваш кулинарный канал «Это просто».